Да. Ну, технически ведь всего прошел год. Ладно, давайте не будем это долго разгонять. Я был занят учебой и был слишком амбициозным, и поэтому я не особо был активен. А еще игра умерла. Ладно, давайте перейдем к делу, ибо сегодня мы выйдем за границы дозволенного. Мне кажется, мы можем согласиться с тем, что выход за границы карты в своей любимой игре — это интересный опыт. Это то необычное чувство, когда ты заходишь туда, где тебе не положено быть. Такой выход за рамки может показать ранее привычную тебе часть карты под совсем другим углом. Правда, вероятно, вы просто провалитесь сквозь пол, но давайте перейдем к сути. Shotgun Farmers всегда была той игрой, в которой хотелось перепрыгнуть через забор и уйти за горизонт. Особенно когда обновлений нет, в ожидании их ты пытаешься найти хоть что-то новое. И в этом видео я расскажу и покажу, как можно выйти за границы почти всех карт в игре на данный момент. И сразу скажу, что все баги, которые я нашел за все время исследования, были отправлены разработчикам. Так что, вероятно, вы сейчас не сможете воспользоваться ниже перечисленными способами. Но все равно, не использовать всю информацию во вред другим игрокам, или иначе я устрою вам анальную А теперь к сути дела. В видео мы будем пытаться выйти за границы карт последней версии игры на момент разработки видео. А если бы точнее, на версии 2.5.5.14 от 23 июня 2026 года. Нахуй ты вообще сказал? На момент этой версии в игре 16 основных карт, плюс одна тренировочная. Но эти карты не особо отличаются от своих оригиналов, так что можете забыть про них. И будем мы идти в порядке выхода карт, начиная со старых. Но каким же способом мы будем пытаться выбраться за границу карт? Я вам сейчас проведу мини-лекцию по данной теме. Суть в том, что Кодзи обычно не ставил невидимые потолки у карт, а невидимые стены были не бесконечными. Это значит, есть вероятность, что на некоторых картах, используя некоторые инструменты, можно перелететь через стены и оказаться по ту сторону границы. И для этого нам помогут модификаторы, а точнее два самых главных: двойной прыжок и низкая гравитация. Да, я также еще включал 3 дополнительных, но их можно и не использовать. Порядок действий прост. Мы ищем Kera Rocket Launcher, так как у него на данный момент самая сильная отдача в игре. Подходим к невидимой стене вплотную, после чего мы должны сначала сделать 2 первых Rocket Jump, потом сделать второй прыжок и в конце сделать еще 2 Rocket Jump. Порядок действий важен, так как если мы просто начнем бездумно Rocket Jumpить, то мы просто в какой-то момент начнем падать. А второй прыжок обнуляет силу падения, из-за чего мы можем набрать просто ебейшую высоту. Я думаю, с вас хватит лекции по аэродинамике. Я не знаю, я физику в универе на 3 сдал. Что ж, начнем мы с... Изначально, когда я изучал эту карту, я думал, что выйти за границы просто невозможно. Я в каждый угол тыкался, чтобы найти хоть где-то щель в невидимой стене. Таким образом, я ничего не нашел. Но я смог найти одну зацепку. Может быть, вы и не знали, но у крыши дома есть невидимая стена, из-за которой на дом нельзя забраться. Однако на верхушку барьера можно забраться, если стать на край крыши и начать повторять действия из лекции. На барьер можно залезть, используя всего 3 снаряда. Это означало, что если будет хотя бы 2 игрока, то одного можно будет гонять туда-сюда, как доставщика за едой. Поэтому я позвал своего друга Тоба для этого дела. И вот, я стою на барьере, а Тоб приносит последний снаряд. И... Да, выйти за карту все-таки возможно. И что же я там увидел? Ну, большая часть предметов ничем не выделяется. Были цистерны, были стоги сена, были низкополигональные деревья. У каких-то объектов были коллизии, у каких-то нет. Был ангар, который не имел коллизий, за исключением дверей. Интересным объектом является этот амбар. Все дело в том, что точно такой же амбар стоит на роудсайде, тем самым лорно соединяя их. И подойдя ближе, мы в этом еще сильнее убедились. Амбар и башня были наполовину закопаны, но имели коллизии и полностью функционировали. А недалеко находилась дорога и знак с Roadside. Но, как по мне, это не самое интересное. В общем, немного зайду наперед и скажу, что на данный момент практически все карты в плане ландшафта оптимизированы. То есть все эти холмы — это PNG-шки, которые создают иллюзию дальности, когда по факту дальних холмов нету. Так вот.
Ландшафт этой карты просто пиздец. Я не знаю, почему Квази решил не оптимизировать эту карту, но я точно могу сказать, что если мы берем в учет ландшафт всех карт, то Countryside, пожалуй, будет самой большой картой во всей игре. Вы сейчас в прокрутке смотрите на то, как я по карте бегал и охеревал от того, насколько она большая. Серьезно, просто посмотрите на некоторые кадры. Я как будто в закулисе провалился. А, и еще. Я смог сделать скриншот наподобие обоих Windows XP. А еще за карту можно выпасть, но мне кажется, ни для кого это не будет сюрпризом. Поэтому я думаю, мы можем переходить к следующей карте. Про эту карту я изначально думал так же, как и про Countryside, но немного по другим причинам. Если на Countryside был вопрос, можно ли перепрыгнуть границу, то на Riverside такого вопроса не было. У Riverside есть легкий способ подняться наверх. Вот по этому углу можно забраться, прыгая туда-сюда. Только это вам не поможет, ибо у карты есть физический потолок. Поэтому, увы, способ перепрыгивания здесь не поможет. Но нам может помочь свинья. Как? Я сейчас... Нет, не буду проводить еще одну лекцию, мне лень. Суть в чем? Нам нужен еще один игрок и режим Capture the Peak. Благодаря свиньям мы можем пролезать сквозь стены, если найдем достаточно закрытый угол. Самым лучшим вариантом будет 3 закрытые стороны из 4, но и с меньшим количеством это возможно. Игрок со свиньей или без, лучше без, должен встать в угол. А игрок на свинье должен начать толкать игрока в стену. Если игрок на свинье сможет подобрать нужный угол, то другой игрок сможет пройти сквозь стену. Недолго думая, мы с Томом начали обыскивать все углы и столкнулись с проблемой. У большинства мест невидимые стены были слишком широкими. Именно по этой причине я не упомянул этот способ во время рассказа про Countryside, так как мы банально не нашли там нужного угла. Хотя раньше возможность выйти за границу была. Но на Riverside мы все-таки смогли найти один такой угол. Помните, я говорил про это место? Да. И именно здесь мы смогли пробить оборону и вырваться на свободу. Или нет? Да, я забыл указать маленькую деталь. Об баге со свиньей было известно еще в 2021 году. Тогда чел с официального дискорд-сервера игры под ником Void зарепортил данные баги. И все места, которые он изначально показал, были залатаны. А сам Void был увековечен на могиле на Грейвсайд. Самым главным последствием всего этого стало то, что теперь если в раунде включен режим Capture the Peak, то у всей карты будет мертвая зона, которая сразу убивает. Мы долго думали, как решить проблему с этой зоной. Пока не вспомнили, что если в матче остается только один игрок, а боты не включены, то включится пауза в ожидании игроков. А в этой фазе вы не можете умереть. Благодаря этой хитрости мы все-таки смогли выйти на солнечные холмы. Что игре крайне не нравилось, ибо на протяжении всего путешествия игра пыталась меня убить, но не могла это сделать из-за паузы. Причем интересно, что если вы выпадете за карту, то игра все-таки вас убьет. А что насчет заднего фона? Особо интересного тут нет. Справа уже знакомые нам объекты с коллизиями. Из интересного могу тут только отметить водонапорную башню без текстур вдали. Слева находится мини-ферма, где у каждого здания есть коллизия, а также отдельный ангар с трактором без коллизии. Самым интересным, как по мне, является... Пока мы изучали местность у одной части реки, мы... открыли новое море, а то и океан. Просто посмотрите на то, сколько здесь воды. Здесь воды больше, чем в сценарии этого видео. Причем полностью рабочий, и по ней можно плавать. И еще интересно, что на ночной версии карты с противоположной стороны также есть этот океан. А, ну и вдогонку про ночную карту, на НЛО нельзя встать. А следующей картой будет... Это первая карта, за чьи границы мы можем легко выйти без нервотрепки. Для этого нам может хватить даже одного из двух основных модификаторов, но я буду использовать оба. Выйти при помощи свиньи нельзя, стены слишком толстые. Однако в каждое здание можно залезть благодаря свинье, если встать у двери. Буквально в каждое здание. Ладно, берем морковку, подходим к стене и делаем хотя бы 3 выстрела. После этого мы окажемся за границей карты. Правда, особо здесь исследовать нечего, так как это пустыня. И здесь пусто. По большей части задний фон карты состоит из песчаных холмов и хаотично расставленных кактусов. Естественно, у ландшафта есть концы, после которых находятся только PNG-шки холмов. Однако по всей окраинности карты расположены горы. И...
Они не имеют коллизию, но находясь в них, всю карту в ваших глазах начнет штырить. В целом, за границей нас интересует еще 3 объекта. Первый объект — это такая же ветряная мельница, как и на Риверсайд. Второй объект — это вот этот дом, который находится очень близко к границе карты. И что же будет, если в него войти? Результат убил. Дом полностью не имеет коллизии. И более того, вас начнет еще хлеще штырить, чем в горах. Хоть дом и пустой, но у него есть стены, пол и потолок. Последним интересным местом остается та самая водонапорная башня, которая тут гораздо меньше. И в целом с этой картой все. Больше каких-то интересных мест я не нашел. Нет, правда, конечно, я пытался полететь к солнцу и сгореть нахуй, но я не смог это сделать. Поэтому садитесь в машину. Мы отправляемся на... Это интересный случай, так как выбраться за границы карты легко, ибо здесь невидимые стены очень низкие. Неприлично низкие. Вам не то, что одного модификатора хватит, вы без модификаторов можете справиться, просто взяв морковку и став на этот забор. И все, вы можете легко выбраться. Я вообще удивлен, что об этом мало кто знает. Хотя, скорее всего, знают, а я решил вывести это на публику, из-за чего, скорее всего, мне по шапке прилетит после этого видео. В целом, ландшафт карты по большей части плоский и становится более холмообразным ближе к концам. В задней части карты находится целое поле кукурузы. Каждая кукуруза здесь это ПНГшка, причем только с одной стороны, из-за чего задний вид выглядит забавно. Дальше находится та же самая водонапорная башня с прошлых карт. Правее можно найти контейнеры и машины. Интересно, что у грузовика есть рабочая лестница и даже звук мотора. Подойдя ближе к дороге, можно увидеть, как появляются машины за холмом. Подойдя с другой стороны, можно вблизи разглядеть билборд. Правда, к сожалению, он без коллизии. Спереди карты находится мини-ферма с контрисайд и поле кукурузы. Башня полностью рабочая, в отличие от амбара, который не имеет коллизии. Но интересно, что ветроуказатель имеет коллизию, и на него можно встать. Кстати, забавный момент. Я обнаружил способ выхода за карту давным-давно, когда я в режиме наблюдателя летал туда-сюда и в итоге вылетел за карту. Мое ебло представили? Забыл добавить, вы также можете залезть на барьер здания, как на Countryside. Ладно, нам пора в путь на тот свет. Карта здесь интересна способом выхода за границу, ибо тут работают оба вышеизвестных способа. Границу можно перелететь у ворот с любой стороны. Со свиньей все понятно, это слишком легко. Но в таком случае вам нельзя будет прыгать слишком высоко, ибо там находится мертвая зона. И на этом можно заканчивать с этой картой, ибо серьезно, Грейвсайд — это карта с самым скучным задним фоном во всей игре. Тут абсолютно нет ничего. Тут только пару мертвых деревьев у границы и все. А еще вот этот прикольный холм. После такого разочарования нам бы не помешало бы охладиться. У этой карты довольно интересная история. Изначально за карту можно было выйти интересным способом. Немного контекста. Раньше коллизия игроков работала так, что коллизия двигается вместе с ногами. Это означало, что если вы встанете на край чего-либо и начнете крутиться, то в один момент вы просто упадете. И если вы встанете на этот камень за вулканом и начнете крутиться, то вы начнете скользить вниз по нему, после чего вы попадете за границу. Но со временем систему коллизии у игроков изменили, и теперь коллизия не двигается вместе с игроком. Тогда что сейчас работает? Карту мы не можем перелететь, границы слишком высокие. Поэтому нам понадобится второй способ. И здесь повторяется такая же ситуация, как и на Риверсайде. Я уже с другим другом Марка пытались найти карман, где бы нас не убивало. И мы нашли, вот в этом месте. После чего Марка вышел, и я начал исследовать карту. А исследовать особо нечего, потому что существует ночная версия карты, где нам эти дома доступны, причем открытыми. Единственное, что я нашел тут интересного, так это то, что в это здание можно зайти. Только вы можете в нем застрять. Навсегда. А еще тут есть острова, но до них нельзя доплыть, ибо они слишком далеко, а вода вокруг них не активна. Зато в воде я смог найти дюны. А также хотелось бы упомянуть, что раньше здесь было бревно. Почему оно здесь было? Это отдельная история, я расскажу об этом в другом видео про лор игры, которое точно будет. И в целом мы можем закончить с обычной версией карты, но не с ночной, потому что ночная версия сильно отличается от оригинала. Но проблема в том, что я лично выход не смог найти, как бы не пытался.
Единственное, мы с Марко смогли попасть внутрь этой комнаты. В итоге мне пришлось попросить помощи у Тоба, который знал, как выйти за карту. Но самое смешное, то что я даже не смог выйти за границу карты даже с Тобом. Либо мы что-то не так делали, либо дыру залатали. У карты очень плохие невидимые стены, и вы везде можете зацепиться и залезть на них в воздухе. А недалеко от вулкана, по идее, можно проскользнуть в дыру между ними. У нас это не получилось, но когда-то давно у Тоба это сработало. Он смог доплыть до первого острова и до второго дальнего. Еще нужно подметить, что до обновления 2.5.5 второй остров стоял дальше, чем сейчас. Ладно, нам пора обратно на ферму. Выйти за границу этой карты очень легко. Вам достаточно будет одного из двух основных модификаторов и морковка. За картой расположены мертвые деревья, цистерны без текстуры с коллизией. Сзади карты находятся две рабочие башни, спереди стоги сена. Но из интересного я обнаружил, что в углу карты на стороне стог сена и полей кукурузы можно найти 3 цистерны, которые спрятаны за холмом. Причем цистерны имеют текстуры, из-за чего я смею предположить, что Куази поставил сюда эти цистерны, чтобы копировать их и расставлять по карте. А в конце разработки он тупо забыл убрать их, ибо эти цистерны и так никто не увидит. Самым интересным, конечно же, является этот дом. Возле дома находится дорога, которая ведет в холм. Машина с коллизией, а сам дом не имеет коллизии. Сам дом является копией дома с Countryside, только без мебели. Интересно, что в доме можно войти в закрытые комнаты, куда в изначальном доме нельзя попасть. И последнее, я бы хотел упомянуть то, что часть границы карты очень широкая, из-за чего я не смог побегать по этой области и потрогать огонь. А еще в курятник можно залезть при помощи свиньи. Здесь мы могли бы закончить разговор, но не забывайте, что существует еще и дневная версия карты, Sunnyside, где есть существенные отличия от оригинала, из-за чьей границы также можно выйти. Здесь деревья не сгоревшие, цистерны имеют текстуры, возле дома есть провода, которые ведут в никуда, а также в углу карты нет тех самых цистерн. Но самым интересным здесь также является этот дом. Но в отличие от Дарксайда, на Саннисайде дом имеет коллизию, и по нему можно свободно ходить. Хоть и 2 из 3 проходов заблокированы, а также нельзя попасть в закрытые комнаты. Но зато можно залезть на дом. И в целом на этом все. Но! Пока я исследовал карту, я заметил, что снизу карты что-то есть. Я смог туда забраться и обнаружил странную конструкцию. Она по большей части состоит из белых пустых комнат и полукругов. Но игравшие Shotgun Farmers уже поняли, что это музей трофеев. Это особенно видно снизу, где можно увидеть части подиумов. Еще немного контекста. Раньше, чтобы попасть в музей, надо было ударить этот туалет и зайти в портал. Но почти год спустя Куази за каким-то хером решил сделать музей доступным только в меню. И способ с туалетом больше не работает. И в целом на этом все. Теперь нам пора отправляться туда, где Новый год идет круглый год. Только здесь никакого новогоднего чуда не будет, ибо Northside это единственная полноценная карта в игре, за чьи границы мы не смогли выйти в этом видео. Куази очень хорошо залатал все возможные дыры в этой карте, везде есть какие-то препятствия для побега с карты. Причем даже в прошлом особо никто за карту не выходил. Единственное место, в которое раньше можно было попасть, это задняя часть отеля. Только вот уже почти как 3 года двор отеля является частью карты. Но самое смешное, когда мы со Скафис пытались попасть за карту на старой версии игры, у нас это не получилось. На самом деле для этого видео я очень много обсуждал эту тему с Слаймом, одним из модераторов Discord сервера игры. Он мне рассказал, что в игре было более 6 способов использования свиньи для побега с карты. Какие-то способы были починены, а какие-то до сих пор работают. И понятное дело, Лайм не хочет рассказывать про какие-либо варианты, когда часть из них все еще работает. И что-то мне подсказывает, что после выхода этого видео у меня будут проблемы. Если говорить про текущую версию игры, мы смогли попасть в эту скалу, попасть в дом рядом с обрывом, попасть в комнаты в здании отеля, а также нашли 2 способа попасть внутрь пещеры, но никаких проходов это нам не дало. Поэтому я могу смело заявить, что Northside самая непробиваемая карта на данный момент. Ладно, пора. Я устал уже придумывать слова для перехода, давайте дальше уже просто переключите карту, пожалуйста.
Здесь история почти такая же, как с Countryside. Изначально я изучал эту карту еще, пожалуй, в первый год пребывания в этой игре. Я знал о некоторых местах, куда вы могли попасть, если перепрыгнете через границу. Только проблема в том, что это не полноценный выход. Вы просто попадете в небольшой карман между невидимыми стенами. Таких карманов на карте примерно 4. Также можешь попасть в 5 при помощи свиньи. И все. Я думаю, что способа выбраться нет. Пока случайно не нашло, что на некоторых деревьях можно стоять. С некоторым количеством моркови. Понимаете, к чему я веду? Я опять запряг Доба приносить мне морковь. И... Да, за карту все-таки можно попасть. Но особо здесь смотреть нечего. Это просто плоский лес из низкополигональных деревьев, дорог, холмов и озера. Да, у одной стороны есть машины, но это все. Больше интересного нету. Так что мы можем идти к следующей карте. Пристегните ремни. Дорога дальняя. До Луны. Здесь ситуация сложилась почти как у Northside. На текущей версии игры вы не можете выйти за границу карты. Однако это точно можно было сделать раньше. Есть много футажей этого. Поэтому я со Скафис вернулись на старую версию игры, где впервые добавили эту карту. И мы начали тыкаться в этом месте, так как нашей наводкой в этом деле было старое видео Goofy World с этим моментом. А также вот эта гифка. И знаете, это дало свои результаты. Я смог провалиться под карту. Во второй раз я уже подготовился и смог все-таки выбраться за карту. Да, это определенно не так, как надо было бы, но мне пофиг, я доволен результатом. Если не учитывать одинаковые небольшие объекты, которые и так есть внутри карты, а также большие камни без коллизий, то недалеко от основной базы находятся еще 3 такие же. Только внутри ничего нет, а также внутри нет нормальной гравитации, хотя вот эти тонкие стенки все еще имеются. Левее находится небольшая сеть из труб для перекачки воздуха, походу. Еще левее находятся закрытые дома. Но самое интересное тут это ракета. Во-первых, на ракету можно забраться, ибо она имеет коллизию. Во-вторых, здесь можно заметить бок бота. Вроде ничего необычного, он здесь всегда был. Только вот он мало того, что реагирует на удары, так еще и издает звуки. Я охуел, когда это увидел и услышал. Я не знал, что все это время он реагировал на удары. Тем более еще издавая звуки. Да, нам определенно не стоит задаваться вопросом, откуда мы слышим звуки в космосе. Последнее, что я хотел бы упомянуть, это то, что Земля, оказывается, является 3D-моделькой. Хотя я думал, что это просто спрайт. И в целом, с этой картой все. Уважаемые пассажиры, мы приближаемся к конечной станции. Последняя карта из нашего списка. Можно было подумать, что, будучи наученным горьким опытом, Квази сделает эту карту непробиваемой. Но выйти за эту карту очень легко. Первым способом с минимум одним модификатором. Второй способ не работает, но вы также можете, как на Вестсайде, зайти почти в каждое здание. Но вернемся к первому способу. Мы должны подойти к стене, к одному из этих 2 зданий. Тут нужно быть осторожным, ибо стена глючная и можно за что-то зацепиться. И просто делаем как обычно. И все. Я удивлен, что эту дыру не залатали, хотя, казалось бы, все об этом знают. Но сейчас меня волнует другое. Мне тяжело рассказывать про задний фон этой карты. Если у других карт в целом обычно просто ландшафт с некоторыми объектами, то здесь другой случай. Это, пожалуй, самое... Хер знает, как это описать. Давайте я просто вам покажу без комментариев. Вот просто покажу несколько футажей за картой.
Helicopter inbound. Ладно, если говорить хоть про что-то интересное, то, во-первых, за этим билбордом можно найти пасхалку. Да, вы можете туда попасть и внутри карты, но по ощущениям это сложнее, чем выйти за карту. А также интересным местом, конечно же, является статуя свободы. Если вы не знали, то в воде обычно стоит мертвая зона, но ее можно перепрыгнуть. Однако Квази предусмотрел подобный исход, поэтому в воде нельзя плавать. Одно озеро не бесконечно и в конце концов обрывается. Отсюда до статуи допрыгнуть нельзя, расстояние слишком большое. Но можно использовать K-Rocket Launcher с одним патроном и залезть на невидимый пол. И этот пол охватывает большую часть территории. Собственно говоря, мы можем дойти до статуи без коллизии, найти низкополигональные деревья, а также дойти до части корабля. И в целом с этой картой все. Так же, как и с нашим расследованием. Что по итогу? Вообще, изначально в сценарии я пытался найти что-то интересное на старых версиях карт, но честно, особо интересного там нет. Тем более мы уже заходили на некоторые старые версии. Поэтому, что в итоге? На данный момент полноценно можно выйти за границы 14 карт. 10 из них работают со способом перелета. 3 из них работают только с помощью свиньи. Одна карта смежная. Также 2 карты на данный момент находятся под вопросом, ибо обе карты имели раньше способ выхода за карты. Но эти выходы на данный момент находятся под вопросом. А также только одна карта является полностью непробиваемой. Честно скажу, все эти исследования, которые я проводил, действительно увлекли меня. Было интересно изучать ранее неизведанные мне уголки и впоследствии показывать их вам. И если вы захотите попробовать те же способы только для исследования, то я вас полностью поддерживаю. Но есть проблема в том, что все вышесказанное игроки могут использовать в не очень хороших целях. И ладно, там еще Countryside или Riverside, там надо пройти 10 кругов ебли, чтобы выбраться за карту. Этим особо в публичных играх никто заниматься не будет. Но насчет других карт, такие случаи вероятны. Я сам уже такой один увидел. Нужно ли подобное чинить? Я считаю, да. Такие низкие невидимые стены могут просто испортить другим игрокам раунды. Но я также считаю, что разработчикам все-таки стоит дать возможность выходить за карту обычным игрокам. Пусть это будет возможно только в офлайн моде, или пусть добавят специальный ГМО, который уберет границы карт. Просто представьте себе чикен-ран на карте без границ. Это был бы просто невероятный экспириенс. А также можно добавить какую-нибудь пасхалку, стрёмную или отсылка на что-то, неважно. Просто я надеюсь, что разработчики не просто залатают дыры, но и сделают с этим что-то интересное. И в целом все на сегодня. Я определенно увеличил список дел у Квази. А так, спасибо Тобу за помощь с информацией и выходом за границы карт. Спасибо Марко и Скафис за помощь с выходом за карты. Спасибо Лайм за помощь с информацией и передачей всех багов разработчикам. И спасибо тебе, зритель, за то, что ты досмотрел до конца. Я только в этом видео попрошу, но пожалуйста, поставь лайк, подпишись на канал, если тебе понравилось видео. Я очень старался сделать видео настолько интересным, насколько это возможно, и я планирую полноценно возвращаться на YouTube. Так что ролики должны выходить с какой-то регулярностью. Если у тебя есть какие-то мысли или замечания, то можешь оставить комментарий под этим видео. Оно поможет продвинуть видео, и мне просто будет приятно. А также я делаю на этом канале стримы, и в скором времени я проведу один такой стрим по Shotgun Farmers, и он будет интересным. А так,